믿고 열어봐 머리 믿고 거울만 보고 있어 아직도 많은 시간이 남았지만 난 없어 얼굴이 설레. Привет! Добро пожаловать на мой влог. Приглашаю вас посетить со мной Монако. Остановиться в апартаментах с видом на море, позагорать на пляже и насладиться ужином в самом роскошном ресторане Le Grill. Это путешествие наполнено элегантностью, солнцем и морским бризом. Подписывайтесь на канал, чтобы открывать со мной самые красивые уголки мира. Ставьте лайк, если вам нравится это видео, и оставляйте комментарии. Расскажите, что вы хотели бы увидеть в следующих влогах. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые приключения. Итак, мы прилетели в Ниццу из Женевы и дальше направляемся в княжество. Если вы впервые на моем канале, обязательно посмотрите мои влоги о Женеве, а также прошлый влог о Монако. Там много красивых моментов, которые вам точно понравятся. Мои влоги в основном на английском языке, но вы всегда можете включить субтитры. Вот мы уже едем на поезде из Ниццы в Монако. Поездка проходит по удивительно живописной дороге. Okay, let's go. Идем заселяться. Вообще нам было бы удобнее выйти с другой стороны вокзала, но ради небольшой прогулки вдоль моря мы выбираем другой путь. А потом снова поднимемся в гору на эскалаторе. Наши апартаменты находятся прямо на вершине, откуда должны быть виды потрясающие. Сейчас мы проходим мимо нового района Монако-Маритера. Он полностью создан на отвоеванной у моря земле и соединяет порт Эркюль с пляжем Ларботто. Всего здесь около 6 гектаров новой территории, где уже построены роскошные апартаменты, эксклюзивные виллы и таунхаусы. Гримальди Форум – одно из самых знаковых мест Монако. Да, интересно, что почти все апартаменты в Маритера нашли своих покупателей еще до завершения строительства. Итак, мы пришли в наши скромные, но уютные апартаменты.
сделаю вам рум-тур. Так, вот ванная. Свет. Зайдем в ванную. Ванная современная и светлая. Минимализм и стиль создают ощущение простора и уюта одновременно. Поехали дальше. И самое главное – это вид на Средиземное море. Кухонька – это тоже самое главное. Идеально для меня, потому что я люблю перекусить в любое время, а не только когда идем куда-то поесть. Можно спокойно приготовить что-то, выпить кофе и насладиться видом. И балкон с маленьким столиком и стульчиками, где мы обязательно будем завтракать. Атмосферненько. Здесь можно выйти, насладиться утренним кофе или вечерним бокалом вина, вдохнуть морской воздух и полюбоваться видами. Кухня. Складывается в диван. Что тут я забыла показать телевизор. Кондишн, входишь и Ну, кондишн, да, сразу прохладно. Но самое главное вот это. Что это Монако и это стильненько. мисочка для собачки есть. А теперь давайте посмотрим на Монако с другого ракурса, с моря. Сейчас мы немного проплывем на катере и увидим город с воды. И на меня на его фоне. Напоминаю, это влог, я делюсь своим временем, своими впечатлениями. Это не экскурсия, а мое личное путешествие, поэтому в кадре есть и Монако, и я. Ведь влог – это всегда немного личного. Легкость, свежий ветер и красота, которая окружает тебя со всех сторон. Яхты впечатляют, конечно же.
Эту поездку мне хочется назвать смешным названием «Монаковка», потому что мы приехали для того, чтобы ходить на море, как дома в Одессе, потому что остановились в апартаментах, а не в отеле, очень по-свойски и уютно, и потому что слышим очень много русской речи, опять же, как дома в Одессе. Ну и еще потому, что уже не сосчитать, какой раз я в Монако. Мы снова в новом районе Маритера и направляемся на пляж Ларботта. Сначала прогуляемся и насладимся видами, а потом немного позагораем и окунемся в Средиземное море. Кстати, расскажите мне, нравится вам такой формат влога, когда я озвучиваю кадры? Или вам больше нравится, если бы я просто говорила прямо на камеру? Как вы думаете, что лучше? Мне кажется, так удобнее. Новые идеи приходят уже на этапе монтажа, да и звук получается лучше, чем если бы я говорила прямо во время съемки. Но с другой стороны, наверное, более живой эффект был бы, если идти и говорить сразу. Хотя лично мне не очень нравится смотреть постоянно на говорящего. Хочется больше показывать просто виды. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Пришло время подкрепиться. Мы сели в пекарне Коста прямо у пляжа Ларботта. Выбирали и нашли то, что хотели. Просто, вкусно, в тени и с видом на море. В ресторан в это время как-то некомфортно было бы идти, а здесь все легко и непринужденно. Ну что, поплыли? И снова ощущение, что я дома в Одессе. Только водичка более соленая. Возвращаемся в апартаменты. По пути зайдем в магазин. Вот этот синий небоскреб, за которым мы живем. Это башня Одеон, самое высокое здание в Монако. Это здание расположено в районе Ля Рус, Сан-Роман, недалеко от пляжа Ларботта. А за ним сразу и мы. Пришли домой, складываем продукты. Как вы поняли. Как мы покупали продукты в Carrefour, я вам уже не показывала. А то в некоторых влогах делают целые сюжеты про это. Показывают чеки, сравнивают цены, например, с Женевой. Но я этого не стала делать. На мой взгляд, это скучно. Мне больше нравится делиться атмосферой и впечатлениями, а не цифрами. После пляжа я сгорела, вся красная. И это аж в августе. Обычно первый раз я сгораю в мае. А тут вот так получилось. А все потому, что в Женеве было такое лето прохладное. И к тому же я училась каждый день. И сейчас продолжаю учиться. Но мы выбрались к морю отдохнуть. Наконец-то.
идем гулять по Монако. Наслаждаться видами, атмосферой города и спорткарами, конечно же. 来个 closure， 将伟大解后黑，你们才能领悟透。这项鱼尾正宗水瓶座，我的手都不够格，我一边就像子弹，准备击毙他 over， 我都不需要把你 get over。Yeah yeah yeah over， yeah 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 over， get over， get over。Спокойной ночи. До завтра. Bonne nuit. Доброе утро. Идем в бассейн. Спускаемся на -7 этаж. Вот так симпатично тут. Утром никого нет, потому что вчера днем были люди. Какие цветочки интересные.
поплавали в бассейне с утра пораньше и опять пришли плавать, но уже на пляж. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to say hi to you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips, don't wanna give my heart away to another stranger. А сейчас самое интересное. Мы собираемся в ресторан «Ле Гриль». Ресторан «Ле Гриль» находится на 8-м этаже в L'Hôtel de Paris Монте-Карло. Столик обязательно надо заказывать заранее. Делаю мейкап новой помадой «Гнилая вишня» от YSL. Смотрится идеально с моим комбинезоном. Ну все, я готова покорять Монте-Карло. From love, I didn't need a pen. Once the trust was enough, but it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true. Everyone's looking around, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to put me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the wind that I keep on closing. You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open and Показала вам шикарнейший вид, который открывается здесь. И теперь приступим к еде. Закуска пирожки с шпинатом. Стартер фуагра. Невероятно вкусный хлеб с маслом. И пьем мы шампанское розе. Просекко тут даже не подают. Какая невероятная подача. Я заказала каре ягненка из Прованса в ароматной корочке с овощами на гриле. Овощи разложены как настоящее произведение искусства. Ну, все как положено в мишленовском ресторане. А мама заказала утиную грудку из шалана с запеченным персиком, миндалем и вербеной. А на десерт фирменное суфле,
которое подают здесь еще с момента открытия ресторана. Есть разные варианты начинки, но мы выбрали два одинаковых ванильных. Вуаля! Я совсем не ожидала, что оно такое воздушное, нежное. Думала, будет совсем другое. Keep bleeding love. You got me open eye. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to put me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the feeling that I keep on closer. You got me open, I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open eye. You got me open eye. Keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open eye. Доброе утро! Наш влог уже почти подходит к концу, но путешествие еще продолжается. В последние дни мы уже отдыхали от съемок, зато много загорали и плавали. When I was young, I never needed anyone, and I'm making love just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know. When I died the telephone, nobody saw. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure. Сейчас приготовим завтрак.
а потом будем наслаждаться им с видом на море. Хочу вам рассказать, почему мне понравилось снимать влоги. Думаю, это возможность показать, как вижу этот мир я своими глазами. Даже жалею, что раньше многие путешествия остались почти не заснятыми. У каждого свое восприятие жизни, но мое мне нравится на все 100. Жизнь можно воспринимать как искусство, а идеальная картина выглядит именно так, на мой взгляд. Все, готово. Проснуться и приготовить завтрак, насладиться им с видом на море, иногда это важнее многих других дел. Согласны? Мы улетаем. Наш влог подошел к концу. Полет из Ниццы в Женеву всегда прекрасен. А в эту ночь он был особенно магическим. Полнолуние 9 августа было редким и особенно впечатляющим.
Оно также совпало с редким астрономическим событием – планетным парадом, когда в небе одновременно были видны до 6 планет. Люди наблюдали за ним со всех точек земного шара, а мы из окна самолета. Не забудьте подписаться, поставить лайк, если вам понравилось это видео, нажать на колокольчик и поделиться. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч!